Что такое DevOps? Этот курс мы начнем и закончим этим вопросом. Для начала нужно понять, а что вообще такое происходит в этом вашем IT? Если очень грубо и на пальцах, то у нас в IT что-то разрабатывают, чаще всего программы. Их же тестируют, потом куда-то устанавливают и следят, чтобы они работали корректно. Потом это все повторяют какое-то количество раз, пока создаются новые версии этих программ, потому что с первого раза, естественно, ничего нормально написать невозможно. Всегда совершаются ошибки или же приходит осознание, что очень сильно не хватает еще вот такой вот функциональности. Вот весь этот процесс называется жизненный цикл ПО. Я не буду сейчас вдаваться в подробности того, что это такое, как оно может быть устроено, про всякие там модели, методологии. Об этом в свободном доступе на основном канале присутствует набор материалов. Можешь посмотреть их для начала, чтобы не теряться в дальнейшей терминологии. Ссылки на них посмотри в описании. Мы же посмотрим на это с другой стороны. Если взглянуть на жизненный цикл ПО сверху, то можно достаточно условно разделить его на несколько этапов. Пока разделим на 3. Разработка, тестирование, сопровождение. Почему условно? Потому что некоторая часть тестирования присутствует и в момент разработки, и на этапе сопровождения сразу после внедрения. И если отбросить всю прочую шелуху про идеологию, то сама суть нашей основной задачи, как DevOps-инженеров, это обеспечить максимально возможную автоматизацию всех 3 этапов. Почему максимально возможную? Потому что в разных компаниях, в разных командах, в разных программах или, если говорить более корректно, продуктах разные особенности уже устоявшихся процессов. А нас чаще всего берут на работу туда, где уже есть все мной перечисленное в том или ином виде. И далеко не все из этого возможно автоматизировать. И дело тут чаще всего не столько в самой возможности, а скорее в том, что за такие кардинальные изменения не готовы платить заказчики нашей работы или, иными словами, бизнес. Но о человеческих аспектах мы с тобой поговорим чуть позже. А сейчас давай погрузимся в то, при помощи чего мы можем эти автоматизации обеспечить. В первую очередь поговорим о процессах. Глобально есть 2 аббревиатуры, сочетание которых ты точно слышал. Это CI и CD. Но даже если и не слышал, то не переживай, сейчас объясню. CI, или иначе Continuous Integration, или непрерывная интеграция – это процесс, который служит этапу разработки программ. Интеграцией он называется, потому что разработчики пишут код не в стол, они пользуются инструментами контроля изменений версий файлов, чаще всего гитом, и в рамках этого использования этих инструментов они интегрируют, то есть встраивают свои изменения в общую кодовую базу. Если совсем непонятно, загляни прямо сейчас в часть курса про хранение кода, где я рассказываю о том, как в нем этот процесс устроен, а потом возвращайся сюда, сразу после того, как все станет понятно. В рамках интеграции код также обязательно должен проходить этап сборки, чтобы можно было на ранних этапах определить ошибки компиляции, статический анализ и юнит-тестирование. Фокус не теряем. Если кратко, то юнит-тестирование – это тестирование отдельных кусков кода, методов класса, отдельных функций, прохождение условий в коде. Вот это вот все путем их запуска и сравнения ожидания с реальностью. А статический анализ – это когда отдельная система или программа вычитывает исходный код и без его компиляции и запуска пытается найти ошибки. Хоть ошибки синтаксиса, хоть уязвимости с точки зрения безопасности, да даже просто стилистические улучшалки для красоты кода может подсказать. В общем, проверяет все, что можно проверить без самой сборки кода. С интеграцией понятно. А непрерывной она называется, потому что этот процесс должен происходить постоянно, с каждой новой ревизией кода и с каждой интеграцией в общую кодовую базу. Итоговым результатом данного этапа должен быть собранный дистрибутив, который готов к дальнейшим установкам. Второе сочетание букв CD уже имеет несколько интерпретаций. Одни люди расшифровывают их как Continuous Delivery, то есть непрерывная доставка или поставка. Другие говорят, что это аббревиатура Continuous Deployment, то есть непрерывная установка. С точки зрения идеологии DevOps, эти 2 процесса имеют абсолютно разные цели. Непрерывная поставка отвечает за то, что собранный на этапе CI дистрибутив прошел все этапы тестирования и был доставлен до заказчика. А непрерывная установка требует, чтобы доставляемый дистрибутив был установлен на инфраструктуре заказчика. То есть, чтобы клиент в конце этого этапа уже мог пользоваться новой версией программного продукта. Почему произошло такое разделение? Потому что в IT есть разные типы компаний с разным подходом к предоставлению своего продукта.
Кто-то создает свои дистрибутивы и отсылает заказчику, а заказчик их устанавливает уже у себя так, как ему надо. Соответственно, есть те, кто ждут дистрибутив от заказчика, а потом у себя настраивают только процесс деплоя. А кто-то разрабатывает продукт и устанавливает его на своей инфраструктуре, а потом предоставляет его как готовое решение заказчику. А заказчик уже только смотрит, чтобы у него все работало, и жалуется, если что-то идет не так. И есть большие техногиганты, которые и разрабатывают сами, и тестируют сами, и на свою инфраструктуру сами устанавливают продукт. То есть они обеспечивают полный жизненный цикл ПО. И именно отсюда пошло разделение этих двух букв CD на два разных понятия. Хотя чисто технически самый правильный CD – это тот, в котором достигнуты обе цели, то есть проведены все этапы тестирования, а после новая версия дистрибутива установлена на продакшн-окружение. Поэтому я буду говорить о CD именно как об этом целостном механизме. Но, естественно, давать отсылки, что то, о чем я сейчас говорю, чаще всего считают частью delivery, а вот другое это чаще используется в деплойменте. Сейчас нужно запомнить суть. Эти два этапа должны вытекать один из другого, то есть процесс не должен прекращаться в тот момент, когда закончился CI, и ждать, что начнется какой-то там CD. С точки зрения идеологии, они должны идти непрерывно друг за другом. Как только закончился этап CD, собирают новые проблемы, из-за которых нужно делать новые правки в коде и снова запускают по ним процесс CI. При этом, если вы внимательно слушали жизненный цикл ПО, видео то самое, то вы помните, что этапы в нем могут идти не только последовательно. Вот как раз непоследовательно в CI/CD они и идут. Потому что разработчики не ждут, когда закончатся все этапы тестирования. Они постоянно, то есть непрерывно разрабатывают, каждый раз там берут новые баги из списка задач. И поверьте, там задач всегда хватает, они никогда не сидят без работы. Даже если вдруг они делают настолько качественный код, что он не требует доработок, то бизнес всегда хочет добавить какой-то новый функционал, чтобы увеличить охват пользователей и сильнее захватить рынок. Поэтому тогда они делают те самые новые фичи. И вот этот цикл работ, эти два процесса CI и CD, очень часто рисуют как восьмерку. Но я считаю это в корне неверным, так как такое изображение может в корне испортить понимание этих процессов. Я представляю их так. И CI, и CD – это два колеса со своими конвейерами, то есть под этапами, которые должны обязательно успешно пройти новая кодовая база или вот уже готовый дистрибутив. Эти колеса постоянно крутятся. На финальном этапе конвейера CI стоит такой семафор, который говорит, можно выпустить на основную конвейерную ленту в сторону CD новый дистрибутив, или этому коду еще нужно покрутиться на колесе CI. Попав на колесо CD, дистрибутив проходит все необходимые этапы. На любом из них он может быть отбракован, то есть выброшен обратно на основную конвейерную ленту с требованием доработки. И даже если он дошел до установки на прод, то и тут могут условно отправить на доработку в виде найденных багов или изменившихся требований к системе. Именно поэтому эта система замкнута, но этапы CI и CD могут крутиться в своих темпах, они могут быть независимы друг от друга. Деплой может временно приостановиться, но разработчики будут продолжать делать новые версии. Установка может происходить медленнее, чем разработчики создают дистрибутивы. Как мне кажется, именно такая картинка показывает то, что действительно происходит параллельно, а не просто вот восьмерка, на которой рисуют прохождение всех этапов. Запомни, понимание процессов – это ключ к тому, что делает DevOps-инженер, а значит ключ к успеху. Почему? Вот тут мы пришли к сути. DevOps – это практика, которая обеспечивает работоспособность процесса CI/CD. То есть это наша суть – понимать процесс и делать так, чтобы он работал корректно, так как заложено это в нашей компании. А если же у нас в компании этого процесса нет, то наша задача – приготовить этот процесс и создать конвейер, который будет его обслуживать. И в идеальной картине мира мы его должны сделать самодостаточным, то есть настолько прозрачным, понятным и предусматривающим разные варианты, что наше вмешательство в этот процесс не должно требоваться. И вот тут мы подобрались к последнему разделу этого видео. А как нас вообще должны использовать? С точки зрения самой идеологии существует несколько паттернов применения методологии DevOps. И вы не поверите, но во всех них, а вернее в конечных их видах, такого человека внутри команды, как DevOps-инженер, не должно оставаться в принципе. Сделаю небольшое отступление. Почему появился DevOps? На заре становления IT как промышленной отрасли к ней начали применять те же процессы и методологии, которые применяют, предположим, к строительству.
У тебя есть четко прописанные регламенты, есть обязательная последовательность действий, каждый проект проходит через определенные этапы, часто эти этапы могут быть невозвратными, ведь ты, например, не можешь после того, как собрал стену из кирпича, взять и разобрать ее на эти же кирпичи, чтобы потом собрать снова. И появляются всякие допуски, приемки с критическими замечаниями. Либо же стену сносят и строят заново из новых материалов, если она совсем не подходит под критерии качества. И вот это вот все начали применять для разработки программных продуктов. Потому что процесс был понятен, прозрачен, и каждый знал, как с ним работать. Но чем сильнее развивалась отрасль, тем очевиднее становилось, что данный подход слишком устойчивый, а создание программ требует некоторой гибкости. Иногда хочется иметь возможность внедрить совсем плохое, чтобы вот оно было хоть какое-то, но в ближайшее время и в короткие сроки внедрить исправления, которые сделают программу более устойчивой. Иными словами, захотелось скорости и гибкости при готовности пожертвовать качеством на начальном этапе и не забывая его, естественно, компенсировать ухудшение последующей поддержкой. В том числе это выросло из осознания, что ты можешь условно делать 7 лет программу, а за неделю до ее релиза внезапный конкурент выпустил такую же, только лучше, и поглотил весь рынок. Вот чтобы такие ситуации не так сильно били по бизнесу, а значит по прибыли, и при этом, чтобы были возможны добавлены какие-то улучшения, о которых я сказал выше, появился, нет, не DevOps, а набор гибких методологий. О них я уже тоже рассказывал на основном канале, ссылочку сможешь снова найти в описании, обязательно посмотри, если не смотрел. Эта часть тоже часть ключевого понимания того, о чем я здесь говорю. Но чтобы не повторяться, скажу кратко. Если раньше разработчики, тестировщики и сопровождение это были 3 разные группы людей, которые могли часто вообще друг друга не знать, то теперь их делят не столько по типу занятости, сколько по командам. Одна команда должна обеспечивать работоспособность одного продукта, одной программы. От разработки до сопровождения. И вот в этот момент стал очевиден новый кризис. Оказывается, эти люди, которые раньше друг друга в глаза не видели, друг друга не понимают. У разработчиков своя жизнь, у тестировщиков своя, а у сопровождения вообще какая-то третья. Причем последние намного сильнее отдалились от первых 2, которые все же чисто исторически чаще друг с другом взаимодействовали и понимали. Даже разговаривали на схожих языках. Плюс все 3 группы людей каждый день делают большое количество однообразного ручного труда, который можно было бы автоматизировать и тем самым освободить их время под решение еще большего набора задач с более интересными условиями. И вот тут появился DevOps. Глобально у него 2 цели, запомните их. Обеспечить максимально возможную автоматизацию и сделать так, чтобы эти 3 группы начали понимать, что и кто делает, и насколько это сложно. На картинках чаще всего рисуют 2 противоборствующие команды Dev и Ops. От Development, то есть разработчики, и Operational, то есть сопровождение. Поэтому и практика так называется, чтобы из названия было понятно, что мы пытаемся сблизить эти 2 группы друг с другом. Почему забыли тестировщиков? Я и сам не знаю. Мне кажется, потому что их чаще всего относят к dev-части и считают, что там нет каких-то конфликтов. Мы в целом поддержим этот подход, чтобы не ломать картинку, но в скобках всегда будем помнить, что группы 3, просто группа с условным названием тест вошла в более общую dev. А где здесь мы, спросишь ты? А нигде, отвечу тебе я, в том и суть. По идеологии ребята из Dev должны были сами начать интересоваться тем, как работают в Ops, потому что теперь они физически сидят рядом и могут жаловаться напрямую. А Ops мог смотреть, как происходит разработка, начать чуть больше разбираться в коде и, возможно, делать даже маленькие ревизии того, что там происходит. И вот этот паттерн чаще всего рисуют как 2 больших круга, которые начинают друг с другом сближаться настолько сильно, что у них появляется пересечение. Группа людей из Dev и Ops, которые становятся равнозначными экспертами и в той, и в другой области. Они же становятся владельцами процесса CI/CD для своей команды. И есть крайняя стадия этого процесса сближения, который является вторым паттерном команды, называется NoOps. Близко к названию моего канала, означает, что у нас не остается чистых сопровожденцев, потому что обе части, и Dev, и Ops, обладают равными знаниями друг друга. И вот если первую команду еще можно чисто теоретически представить как жизнеспособную в больших и сложных корпорациях со сложным продуктом, то паттерн NoOps видится мне возможным только в маленьких стартапах с простым продуктом, потому что со сложностью продукта растет сложность его сопровождения. И равнозначно разбираться во всех тонкостях и разработки, и тестирования, и сопровождения
просто нереально. Но на ранних этапах такое вполне может быть. И прежде чем перейти к третьему паттерну, я обязан сделать еще одну ремарку. Сопровождение внезапно может сопровождать разные части системы. Что я имею в виду? Вот у нас есть продукт. Его нужно устанавливать, настраивать, следить, чтобы он не падал, разглядывать графики его работы и вот все такое. Я чаще всего называю такое сопровождение прикладным. А есть инфраструктура, то есть то, куда этот программный продукт ставится, и ее тоже бывает нужно сопровождать. Таких сопровожденцев я называю инфраструктурным. Почему это сейчас стало важно? Потому что NoOps могут назвать также третий паттерн, который выглядит так. В нашей небольшой команде разработчиков есть небольшой набор прикладного сопровождения. То есть люди из разработки, которые понимают, как продукт устанавливается на инфраструктуру, они там умеют следить за его рабочим состоянием, и если что-то сломается в инфраструктуре, знают, кому и что необходимо написать, чтобы это починили другие отдельные инфраструктурные инженеры, которые понятия не имеют о продукте, но которые имеют экспертные знания о том, как работают их сервера. Чаще всего этот паттерн используется в тот момент, когда мы устанавливаем свой продукт в публичные облака. Но с точки зрения DevOps все считается соблюденным, просто наше сопровождение очень маленькое. Нам оно не нужно большое, чтобы, допустим, следить за 2 приложениями в облаке. Но при этом, если у команды появляется понимание, что им нужно больше возможностей в управлении инфраструктурой, то они превращаются во второй или даже в первый паттерн, выкупая облако себе в приватную собственность или вообще закупая собственную инфраструктуру. И есть еще одна схожая производная от предыдущего паттерна команда, в которой наш продуктовый Ops – это тоже часть Dev, потому что наш продукт распространяется в виде контейнеров. Они считаются достаточно простыми в сопровождении, поэтому разработчики, которые готовят контейнеры, точно знают, как им за ними же следить. При этом сама инфраструктура их волнует в последнюю очередь, поэтому команда Ops занимается исключительно ее сопровождением и не является частью продуктовой команды. Бывает другая ситуация, когда компания, где мы работаем, достаточно маленькая, чтобы создавать отдельный набор людей для занятия DevOps, у них вообще есть только разработчики, но при этом они хотят внедрить эту практику себе и использовать ее в дальнейшем. Такие компании могут нанимать сторонних экспертов DevOps для временной помощи. То есть они заказывают себе у сторонней компании команду, которая поможет им настроить DevOps на какой-то сторонней архитектуре или на закупленную в компанию. После этого данная команда обучает команду Dev, как использовать то, что они принесли, и команда Dev превращается во второй или в третий паттерн команды в зависимости от ситуации. Обратная ситуация, когда компания достаточно крупная и может себе позволить отдельную команду DevOps специалистов. Но она использует их для того же, для чего и в предыдущем примере, нарастить компетенции, выстроить процессы и передать все это в команду, чтобы они в дальнейшем работали в паттерне первой или даже второй команды. Это так называемый DevOps с истекающим сроком. С другой стороны, этот паттерн может быть изначально выстроен по другому типу. DevOps Advocacy Team. Или у нас часто их слышал как DevOps-евангелисты. То есть данная команда постоянно присутствует в штате компании, она выстраивает процессы для других продуктовых команд, помогает им решать спорные вопросы. Но в том случае, если все выстроено, компетенции переданы и вопросов нет, не вмешивается в работу команд. И их повторно просят помогать только в том случае, если что-то с точки зрения процесса перестало работать и его нужно оптимизировать. Либо в спорных случаях между Dev и Ops. И осталось 2 паттерна, которые часто используют для использования DevOps процессов. Один из них, скорее всего, у тебя на слуху. SRE, слышал? Вот это частный паттерн использования DevOps. Описывать его очень долго, но если постараться сократить, то это паттерн, который изначально придумали товарищи из Google, в котором они брали разработчика из тех, что более опытный, и отправляли его работать в команду Ops. Он там смотрел, как все устроено, очень сильно удивлялся неоптимизированности процессов. Если мог что-то на месте улучшить, то улучшал. Если нет, то после окончания срока работы в Ops он создавал что-то уже удобное снова как разработчик, а на его место отправляли другого опытного разработчика. Тем самым среди Dev компетенции набираются от Ops команды и производят новые изменения с учетом этого опыта. При этом Ops команда тоже начинает ощущать на себе след от Dev. Ну и самое важное, что SRE-инженер имеет право, пока он им является и не стал снова просто разработчиком, единолично запретить что-то внедрять в прод и наоборот.
Они могут активно продвигать то, что считают нужным. Но это же преимущество нужно использовать аккуратно, так как это может вылиться в неконтролируемый деплой ненужных релизов. Тут нужно сделать ремарку, что то, что сейчас называют SRE, уже не так сильно похоже на описание, про которое мы говорим, как про идеологию. Последний паттерн присущ в тех случаях, если у нас есть отдельный набор администраторов баз данных. Про них тоже часто забывают, и тогда это выливается в то, что у нас есть CI/CD всего, но база мы будем обновлять руками и самостоятельно. Происходит это потому, что администраторов БД не зовут участвовать в отдельных процессах, и данный паттерн пытается исправить эту несправедливость, вовлекая их еще на этапе создания скриптов, чтобы они на ранних этапах могли указать на ошибки, посмотреть, как это можно автоматизировать и не ощущать автоматизация как нечто чужеродное. Как видишь, почти в каждом паттерне команд DevOps инженеры – это люди, обладающие широкой экспертизой как со стороны работы сопровождения, так и со стороны разработки. Им необходимо понимать, как и с чем работают команды для обеспечения жизненного цикла их продукта. С точки зрения идеологии, DevOps-инженер – это роль, которую может и должен исполнять кто-то изнутри команды. И даже если изначально таких компетенций нет, то они должны появиться вследствие использования одного из паттернов команд, за редким исключением в виде DevOps-евангелистов. И естественно, все эти паттерны могут превратиться в нечто ужасное, что DevOps назвать не получится ни при каких обстоятельствах. Первый и самый очевидный антипаттерн – это когда Dev и Ops перестают идти на сближение. Можно сказать, что это как картинка до DevOps, но нужно понимать, что такое может возникнуть и во время его использования, если части команды не смогут продолжать договариваться друг с другом и появится очевидное недопонимание. Второй, не менее популярный антипаттерн, когда у нас появляется отдельная часть команды под названием DevOps Team. Такое можно не называть антипаттерном только в том случае, если этой команде поставлена задача в определенный срок внедрить практики и научить пользоваться ими остальных участников Dev и Ops. Но если такую команду внедряют для постоянного использования, чтобы они создавали эти ваши DevOps штучки, в которых мы не понимаем, то это явно противоречит идеологии, ради чего DevOps вообще затевался изначально. Напомню, что это не является тем же самым, что DevOps Advocacy Team, потому что в этом случае команда DevOps не является постоянным участником процесса, она не обслуживает инструменты самих команд, не занимается доработкой конвейеров под отдельные командные нужды. Их задача – дать старт и вмешиваться только в том случае, когда находится нарушение общих концепций процесса или улучшение общих практик, общих инструментов. Дальше идут мои любимые антипаттерны. Третий называется «разработке не нужно сопровождение». Это когда высокомерие разработчиков позволяет им считать, что сопровождение ничем не занимается. Это излишний рудимент, что вот разработчики вполне могут себе позволить самостоятельно сопровождать продукт, подразумевая, например, что он просто выкатывается как контейнер или отправляется работать в облаке. Тут же не с чем разбираться, говорят они, и впоследствии окончательно застревают в болоте. Потому что работа сопровождения состоит из очень большого количества процессов и активностей. Туда входит и инцидент-менеджмент, и риск-менеджмент, и работа с мониторингом, и обслуживание инфраструктуры, ротация логов, и еще миллионы тонкостей, которые усложняются пропорционально сложности самого продукта. И если на ранних этапах разработчики могут обойтись без всех управленческих процессов, то вот когда потребуется усложнить продукт, они перестанут успевать делать вообще хоть что-то. Где-то рядом другая ситуация с разработчиками, когда они делают так называемый DevOps только для себя. То есть на стороне Dev появляются компетенции, которые умеют доставлять продукт до условной стены с Ops. При этом на стороне Dev все максимально автоматизировано и используются все лучшие практики. А на стороне Ops продолжают это делать так, как делали всегда, потому что их никто не вовлекает в процесс автоматизации и понимания работы DevOps методологии. Но не думай, что злодеи всегда только со стороны разработки. Есть и обратный антипаттерн, который наиболее распространен на текущее время – переименованные сисадмины. Он возникает в том случае, когда компания хочет внедрить современные практики в свое использование, но вместо построения правильного процесса они просто нанимают DevOps-инженеров в свою Ops-команду. Соответственно, эти люди занимаются автоматизацией работы с инфраструктурой, строят мониторинги, используют различные практики для обслуживания своей части процесса, но не занимаются общей картиной.
Я таких инженеров называю инженер-автоматизатор, потому что ничего общего с DevOps-культурой данные личности, к сожалению, не имеют. От слова совсем. Самое интересное происходит тогда, когда этот антипаттерн совмещается с предыдущим. Тогда у разработчика свой DevOps, который строит ему инструменты и сопровождение, у которого есть свой DevOps, и он строит автоматизации для деплоя. И все они начинают рассказывать о том, какой DevOps у них построен, но фактически, с точки зрения смысла DevOps практики, это полнейшая противоположность тому, что должно было получиться. И раз уж мы тут недалеко, то не могу не вспомнить про SRE. Вернее, про антипаттерн, при котором компания просто переименовала всех Ops в SRE и после этого начинает нанимать людей с надписью SRE в заголовке. Я думаю, что даже после краткого рассказа о том, кто такие SRE, мне не нужно дополнительно объяснять, что это попросту некорректно. Хотя бы потому, что SRE — это роль, которую принимают на себя разработчики на время. И она не может быть постоянной. Постоянного SRE не может быть, которого нанимают на текущую позицию. Естественно, в этом антипаттерне SRE занимается тем же, чем и раньше занимались Ops, просто теперь с уклоном в автоматизацию. Ну и два последних антипаттерна. В одном руководители считают, что им не нужна отдельная команда Ops, поэтому они возлагают на Dev всю работу с инфраструктурой, как бы распределяя на них нагрузку, а часть из них становится DevOps-инженерами, которые занимаются автоматизацией обслуживания. При этом они все продолжают заниматься разработкой. Естественно, это вызывает раздражение, потому что Ops становится деятельностью, которую никто не хочет понимать, она кажется лишней и ей выставляют более низкий приоритет. В последнем антипаттерне происходит то, что я говорил, когда рассказывал про паттерн с администраторами баз данных. Здесь они остаются частью Ops-команды и их не тревожат до тех пор, пока поставка не достигнет прода, куда нужно будет разворачивать и сам продукт, и обновление на базу данных. Естественно, это нарушение и идеологии DevOps, и отсутствие какой-либо полноценной автоматизации CI/CD процесса. Получается, что если вся наша работа нужна временно, то в какой-то момент мы перестанем быть востребованы и нас уволят? Конечно, нет. Я выше рассказывал о том, какой DevOps в своей сути, для чего он нужен и как он должен работать в реальной жизни, если мы говорим именно про работу. Почти все компании скатились к антипаттернам, а остальные эволюционировали в новые формы, поэтому потеря предложений на рынке труда нам не грозит. Но даже если бы все перестали быть падкими на антипаттерны и стали строить идеологически правильный DevOps, наша работа не могла бы прекратиться. Во-первых, потому что инструменты, которые обслуживают процессы, тоже нужно разрабатывать, их использование оптимизировать, а процессы изменять. И в разных этих задачах мы были бы то разработчики, то сопровождение, то аналитики, то архитекторы. Под каждый набор задач своя роль. А во-вторых, потому что ни в одном месте невозможно отстроить процесс так, чтобы он всегда работал исправно и больше с ним ничего не приходилось делать. Потому что все мы люди. Спросите у любого, даже очень хорошего управленца команды, можно ли ничего не дорабатывать и ожидать стабильных и высоких результатов. Уверяю, что ответ его будет отрицательным. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что такое DevOps, мы неизбежно будем сталкиваться с бесконечным перечислением того, что он обслуживает и CI, и CD в обоих видах, и управление инфраструктурой как код, и версионирование конфигурации приложений, и управление процессами, и даже в какой-то степени командой, и занятие просветительской деятельностью, и еще много-много всего. Но на самом деле правильный ответ на вопрос, что такое DevOps, будет только один. Какой? Отвечу в платных материалах курса, а также на Бусти и Патреоне. Подписывайся и смотри все залпом, пока месяц не кончился, ну или купи каждый ролик отдельно и сохрани за собой право смотреть это бесконечно. Увидимся в следующем ролике через 3, 2, 1.